Всем добрый день! Это видео про выбор аргонно-дугового аппарата. Какой же аппарат купить для дома, для дачи, в мастерскую, в гараж, для ремонтов дисков, для ремонтно-восстановительных работ. В общем, я также сразу же хочу сказать то, что первое, это не какое-то проплаченное видео. Тут нет сейчас у меня аппарата рядом сварок, нету всякого мерча, футболок, магнитиков. И я не буду рассказывать, какой сварок самое классное оборудование, какой-то хороший аппарат, то, что стоит только его брать. К сожалению, мне за это пока не платят, может когда-нибудь будет за это платить. То есть я тут сейчас не буду сравнения и какой-то один бренд восхвалять. Также я не хочу повторяться с другими видео, которые есть в интернете. Не хочу дублировать информацию, не хочу рассказывать, что такое аргонно-дуговая сварка, какие электроды бывают, какие преимущества, плюсы, минусы и так далее. Это все можно посмотреть на других видео и полным-полно информации вообще в интернете. Это просто про бренды, про технические характеристики, про нюансы, связанные с аргонно-дуговой сваркой. Ну, давайте начнем. Первое, что хочу сказать, самое важное, то что иногда, и даже не иногда, а у любого человека, у любого пользователя, сварщика сразу же возникает вопрос, а какой же мне брать аргонно-дуговой аппарат? Переменный ток, либо постоянный ток? Ну, то есть мы знаем то, что постоянный ток у нас предназначен для сварки черной стали, бронзы, латуни, меди, титана, нержавейки и так далее. А переменный ток нам нужен для сплава алюминия и его сплавов различных. И тут такая аппараты, то есть DC, либо AS, либо IC-DC, то есть и то, и другое. Ну, кстати, аппаратов именно AS про перемены для сварки именно для переменного тока не бывает, они бывают только комбинированные. В общем, это я говорю к тому, то, что возникает выбор. Может мне купить подешевле аппарат, только DC и сваривать только чернуху, нержавейку, может там алюминий, не алюминий, а бронзу там и так далее, медь. Тут сразу же хочу сказать такой совет, что переплатите лучше немножко денег, аппараты ASD стоят чуть подороже, лучше сразу же берите, чтобы аппарат мог сваривать алюминий и его сплавы. В будущем вам это пригодится, потому что сейчас даже уже невозможно представить какие-либо задачи, как я уже сказал, но алюминий есть везде. Это и ремонт дисков, и двигатели, корпуса различные, это ремонтно-восстановительные различные детали, это трубки кондиционеров, ну то есть заказы для сварки алюминия у вас будут. Алюминий такой благородный, хороший металл, и сварка его считается одна из самых дорогих сварок. Ну, то есть это к тому, что не жалейте и сразу же берите аппарат не просто DC, а ASD, чтобы он мог сваривать и простые металлы, и также уже и алюминий. Следующая важная техническая характеристика. Это есть там, ну или в ближайшее, не знаю, в ближайшее время так всегда было, то что были аппараты сундуки, а потом пошли инверторные. Сундуки тоже есть инверторные, но тут вопрос в регулировках, в потенциометрах, в крутилках. То есть на сундуке у нас есть очень много крутилок, как в самолете, допустим. И там есть различные значения, мы меняем там скважину, силу тока, импульс, но мы не видим, у нас нет отображения, и эта крутилка часто показывает нам значения в попугаях. И тут важно брать не в крутилках, чтобы мы это все видели, а чтобы были кнопки и чтобы была индикация, чтобы мы это видели уже своими глазами. Если мы ток ставим на 60 ампер, чтобы он реально был 60 ампер, и у нас было 60 ампер написано, а не просто мы тумблером либо потенциометром накрутили 60 ампер. На самом деле это очень-очень важно. И, конечно же, высший пилотаж, вот я бы советовал пользователям брать уже аппараты для аргонно-дуговой сварки, где есть ЖК-дисплей, где есть маленький дисплейчик, где все видно, где есть все характеристики, все параметры, и мы там уже с помощью кнопок уже выбираем и его настраиваем. Это гораздо на самом деле удобнее. И вот опять же мой совет, я бы брал себе лично аппарат именно с ЖК-дисплеем. Да, их меньше, но лучше уж брать его. Дальше следующий момент, это по силе тока. Естественно, если мы говорим про однофазные аппараты, тут стандартная сила тока это 200 ампер. Максимальное значение понятно, 200 ампер. Если трехфазные, там они выше, 300, 400, 500 ампер, даже есть 600 ампер. То есть это уже там другая история, трехфазники. Но мы сейчас говорим про аппараты однофазной сети, они максимум на 200 ампер, ну есть, правда, чуть побольше, но мы сейчас говорим 200 ампер, это понятно. А вот минимальный ток, и тут возникает такой вопрос, то что минимальный ток у нас есть 30 ампер, 40 ампер, есть 5 ампер, есть 10 ампер. Естественно, гораздо лучше, когда минимальный ток, чем меньше, тем лучше. Там 5-10 ампер
Мои рекомендации. Разница между 5 и 10 амперами на самом деле небольшая. И вам спокойно хватит этих 10 ампер, чтобы там сваривать трубки кондиционера, либо какой-то тонкий металл, либо там толщины там, 0,5 мм. То есть вы спокойно это сделаете. И, кстати, не забывайте, то, что очень многое зависит не от аппарата, а от рук сварщика, от расходных материалов, от его знаний, от его, как он работает на этом аппарате. Это тоже не надо не забывать и, как сказать, уделять этому внимание. И еще про минимальный ток хотел сказать, то что вот у многих производителей и многие пользователи бьются, то что вот у меня есть 5 ампер, а у меня минимальный ток, а у меня вот 15 ампер. 15 ампер минимальный ток — это очень плохо. Да нет, на самом деле, разговаривая с инженерами европейских заводов, китайских заводов, вот минимальное значение, оно такое чисто теоретическое, если честно. И вот реальные 5 ампер, их вообще тяжело добиться. И когда они выпускают сварочное оборудование, у них есть свои лаборатории, где они просто это значение 5 ампер, оно при абсолютно идеальных условиях. Это влажность воздуха, это температура, это расходные материалы, это газ. То есть на это все очень влияет. Сама электроника, чтобы именно аппарат добивался, чтобы у него был именно настоящий ток 5 ампер. И это на самом деле, как сказать, тут немножко даже близко к маркетингу. То есть разница между 5 и 10 амперами, она очень-очень маленькая, она очень-очень субъективная. Естественно, на европейских аппаратах, таких как там Fronius, Chibora, Chia, да, там строгие значения. Если 5 ампер, это более-менее правда. Но иногда у европейских аппаратов даже есть минимальный ток, там 3 ампера, 1 ампер. Но это тоже, это такое наподобие маркетинга. Это каждый производитель пытается выделиться, показать то, что у них есть такие функции. Вот смотрите, у нас минимальный ток 1 ампер, и мы можем там алюминий, либо нержавейку сваривать на минимальном токе 1 ампере. На самом деле, как сказать, в практике, в живой реальной ситуации это не совсем так, и там на 1 ампере много что не сваришь. А китайские бренды производителей зачастую некоторые, как сказать, приблизительно ставят. Если 5 ампер есть, то это хорошо. Это как, допустим, можно сравнить, как расход топлива, допустим, там, не знаю, Audi выпускает новый автомобиль, либо Volkswagen, либо Mercedes, и утверждает в технических характеристиках написано то, что расход топлива в городе, допустим, 10 литров на 100 километров. Но когда мы покупаем автомобиль, начинаем ездить в городе, мы понимаем то, что там не 10 литров минимально, а там 12, 13 или 15. Или то же самое по трассе, когда заявляют там по трассе расход топлива там, не знаю, 6 литров на 100 километров. Но когда мы реально начинаем ездить, и эти 6 литров, это не совсем так, это не совсем правда. Это должны быть супер идеальные условия, чтобы эта характеристика была настоящей. И никогда не получается, как сказать, достичь этой характеристики. Тут то же самое с минимальным током. Следующее, что хочу сказать, это про различные функции. Конечно же, хорошо, когда на аппарате аргонно-дуговой сварки есть микс-тик, АС-тик, там, кол-тарк, кол-тик, сварка точками, холодный перенос металла, различные функции, модификации. Конечно же, это помогает, на самом деле, это крутые функции. Хорошо, когда они есть. Но когда их нету, в принципе, опять же, можно спокойно сваривать там и, как я сказал уже, и диски, и нержавейку, и трубки кондиционеров, да и все что угодно. Также мой совет – это брать аппараты для аргонно-дуговой сварки, у которых есть выбор формы волны. Есть 4 вида формы волны для переменного тока. Это треугольная, это синусоида, это трапеция, прямоугольная. Каждый тип выбор формы волны влияет на различные характеристики дуги, то есть где-то для глубокого проплавления, где-то по грязному алюминию, где-то по очень тонкому алюминию. То есть, опять же, теория есть в интернете, выбор формы волны, вы можете почитать, что это такое. Вот я, допустим, начну когда сваривать алюминий, я начну менять форму волны, я даже не скажу, это прям чувствуется на дуге, это очень-очень крутая фишка, это очень-очень крутая функция у аппарата, когда есть выбор формы волны. И мой совет: лучше брать аппараты, у которых именно это есть. Это реально помогает, это реально удобно, просто элементарно, когда у нас есть какая-то определенная задача, и мы под нее раз, 2 кнопочки нажали, и сразу же выбрали форму волны, ту, которую нам сейчас удобно, та, которая нам сейчас была бы хороша для выполнения данной задачи, и начинаем спокойно сваривать. Дальше. Память, ячейки памяти. У многих аппаратов нет вообще ячеек памяти. У некоторых есть там 10 свободных слотов, у некоторых есть там, не знаю, 100 и так далее, 500 свободных слотов. 10 или даже 5 ячеек памяти
Лучше, когда у аппарата, естественно, есть эти вот 5 ячеек памяти, когда можно сохранять параметры, когда вы для определенной задачи настроили полностью всю циклограмму. Вы просто берете и сохраняете. Программа номер 1, программа номер 2. Это очень-очень удобно, повторюсь же, на практике. Я раньше, когда работал, я не думал, то, что, какая-то крутейшая фишка. Когда у меня появился аппарат с ячейками памяти, это просто сокращает очень-очень много времени на настройку. Вам принесли какую-то деталь, вы ее уже до этого выполняли, либо у вас какое-то потоковое такое производство, какие-то задачи, которые постоянно одни и те же. Вы просто берете, выбираете программу номер 3 и сразу же начинаете сварку. То есть это я говорю к тому, что старайтесь выбирать аппараты для аргонно-дуговой сварки, у которых есть ячейка памяти, хотя бы 5 штук. Можно и больше, 5 вот так вот хватает. Также еще такая рекомендация. Конечно же, хорошо, когда в аппарате сразу же есть функция ручной дуговой сварки ММА. И когда в комплекте идет электродержатель. Да, это плюс, да, это бонус. Это пригождается. И там, не знаю, полгода аппарат вы работаете аргонно-дуговой сваркой. И тут вам нужно задачу какую-то выполнить электродом. Вы спокойно подцепляете электродержатель и начинаете сварку. То есть это большой плюс, когда это есть. Теперь по поводу комплектации. Когда вы покупаете аппарат аргонно-дуговой сварки, у вас сразу же что идет? Кабель масса. Ну ладно, кабель масса, она стандартная примерно у всех. Что у европейцев, что у китайцев. Там, в зависимости от это алюминий, это медь, либо крашеная медь, там, в зависимости от прищепки, от модификации. То есть примерно они все одинаковые и по длине, там 1,5, 2, 3 метра, либо там струбцина, это все понятно. Теперь по поводу горелок. В стандартной комплектации к аппаратам у китайских в основном у всех сразу же идет там горелка 17, 18, 26, тоже разные виды. У европейцев иногда бывает то, что источник питания отдельная стоимость, и дополнительно вы покупаете уже горелку. И там неважно какой длины, либо 4, либо там 8 метров. Это сейчас говорю к тому, что для начинающего сварщика, когда вы только начинаете осваивать эту профессию, эти задачи, стандартная горелка, которая идет в комплекте, да, она вас устроит. Но со временем вы поймете, что стандартная горелка это не есть хорошо, и она не совсем удобная вообще для работы. И опять же, по опыту, по практике, через полгода или может даже меньше, вы сразу же стандартную горелку уберете, купите себе хорошую другую уже горелку, какую-нибудь от СИМ, да, либо другого производителя, может Стар даже горелку, удобную, мягкую, маленькую, которая не тяжелая, там, это не горелка огни, которая там весит 2 килограмма. И вы уже горелку выберете под себя, под конкретные задачи, той длины, которая вам нужна. То есть это опять же, это все приходит с опытом. Но та стандартная горелка, которая идет в комплектации, вам на первое время ее хватит. Со временем вы начнете повышать свой скилл, свою квалификацию, и вы потом уже сами придете к тому, что нужно покупать отдельно уже другую горелку. Там водяную или воздушную, это уже не важно. Также очень важно учитывать при выборе аппарата для аргонно-дуговой сварки это наличие подключения педали. Педаль, она опять же, она очень-очень удобная. Это как работая, не знаю, год на аргонно-дуговой сварке без педали. Даже у меня там была регулировка тока, регулировка программ была на горелке, были кнопки специальные. Но это не совсем удобно. Но когда у вас появляются педали, когда вы начинаете работать с педалью, это совершенно другой уровень. Это гораздо удобнее. И вы, опять же, вы к этому придете там, через некоторое время. И тут просто важно знать то, что подключается ли педаль вообще к этому аппарату и продается либо эта педаль вообще отдельно. То есть потом, чтобы на будущее вы имели в виду и знали то, что через полгода я себе примерно куплю эту педаль, потому что я повышу свою квалификацию, свой скилл, она мне просто понадобится. С ней просто элементарнее работать, удобнее работать и быстрее работать. То есть этот вопрос вы задавайте и смотрите разъемы, есть ли или нет для подключения педали. Также иногда у некоторых аппаратов, таких как Флама, Кедр, есть пульты дистанционного управления. Они там работают до 100 метров. То есть там полностью на пульте вся циклограмма, можно поставить его рядом, все регулировать. Я работал с этим пультом, мне не сильно он зашел, для меня он, как-то, не знаю. Для моих задач он мне сильно не пригодился, это как игрушка. Да, интересно, прикольно регулировать на пульте. Я также могу и на аппарате отрегулировать, тут ничего такого нет. Педаль гораздо удобнее, гораздо эффективнее. Следующее это ПВ. Естественно, период включения, период нагрузки, процент нагрузки, кто как называет. Естественно, ПВ, чтобы было от 60% и выше. 80%, 60%. Как я уже говорил в других видео, допустим, если мы берем аппарат для аргонно-дуговой сварки Fronius, Kempi, EVM, мы смотрим ПВ, там всего 25%. 30%, 35%. Казалось бы, такой маленький ПВ, а у всех там китайцев по 100%, по 60%. То есть
Даже если вы берете европейские аппараты, там ПВ 25-30%, это вам вполне хватит. 10-минутный цикл, сколько времени будет аппарат работать, сколько времени будет отдыхать. Потому что присадка, она не бесконечная, электрод вольфрамовый не бесконечный, шов у вас тоже сварочный не бесконечный, вы не варите 6 метров за один, за один подход, это невозможно сделать. То есть ПВ спокойно там 30% это хватит. А когда на китайских аппаратах написано там 60%, это тоже опять же хорошо. Тут больше стоит уделять значению бренду и марке сварочного оборудования. Модели я имею в виду, точнее не марки, а модели. Следующее, что у нас есть. Также хорошо, когда есть скважность тока, когда вообще это характеристика, когда есть баланс полярности, потому что у некоторых аппаратов этого просто нету. И когда очень большой, как сказать, большой диапазон скважности, баланса полярности, там 15-50%, когда у нас регулируется в большом соотношении частота переменного тока. То есть на некоторых стандартных аппаратах это 50-250 Гц. Ну хорошо, когда есть там 25-250 или там, не знаю, 10-250. Частота переменного тока очень сильно влияет на сварку алюминия, и чем больше этот диапазон, тем лучше. Опять же, вы это все поймете на практике, потому что так в теории вам это не рассказать. Хорошо, когда это есть. И также по импульсному режиму, по частоте, ну, то есть там импульсный режим у нас от 0,5 Гц до там 500 Гц, либо до 2000 Гц. Это я все говорю к тому, что чем больше диапазон выбора регулировки частоты в герцах в импульсном режиме, тем лучше. Это реально помогает. Это реально при сварке на живом металле вы прям это чувствуете. Вы прям это и звук дуги, и проплавление, и свойства дуги, и как она себя ведет. Это крутая функция. И чем больше, тем лучше этот диапазон. Также очень важно, хотел сказать, что у всех аппаратов, ну практически там у всех есть предпродувка, постпродувка, но она-то есть. Но тут важный момент, это во времени. Сколько она во времени? У некоторых есть ограничения 2 секунды, 3 секунды или 5 секунд. Это не есть хорошо. Лучше уж когда до 10 секунд. Это предпродувка газом и постпродувка газом. Потому что, вот, опять же, смотрите внимательно инструкцию. У некоторых написано 3 секунды, либо 2 секунды предпродувка. Этого не хватает для сварки нержавейки, для сварки титана, для сварки там, других сплавов. Это прям на практике. То есть охота это время увеличить, а аппарат не дает возможности. И тут лучше, конечно же, прям читать внимательно технические характеристики, внимательно инструкцию, чтобы предпродувка, постпродувка были там до 10 секунд, ну или выше, там выше вам уже, больше вам уже не понадобится, хотя бы до 10 секунд, это реально удобно. Дальше что хотел сказать про марки, про модели. Ну вот, что сейчас, какие хорошие аппараты из китайских брендов есть на рынке аргонно-дуговой сварки. Это Everlast, это Flamma, это Grovers, Сварог, это VegaStart, Hugong. Это такие реально крутые аппараты для аргонно-дуговой сварки, и у которых очень много отзывов, очень много видеообзоров. Вы сами в интернете их можете найти. Также это я сейчас говорю свое субъективное мнение. Там чуть пониже классом, как мне кажется, есть там Аврора, ТСС, Фубак, Foxwell, Neon, Форсаж. Да, там сейчас перечислять все эти бренды там не хватит времени. По поводу европейцев. Сейчас то, что многие европейские, американские бренды ушли. Ну, как они ушли, оборудование все равно осталось, и спокойно его можно купить. Если у вас прям проблем с деньгами нету, и, как сказать, деньги не совсем имеют первоначальное значение при выборе модели сварочного оборудования, то я бы тут рекомендовал это Fronius, это Chibora, это EVM, сейчас новые модели крутые. Да, в принципе, тут все европейцы, это тот же самый Kempi, там кого еще не забыл, там, ну, с Линкольном, Миллером, да, естественно, это европейские бренды, они американские, это и есть европейские, американские бренды, там гораздо больше функций, гораздо больше возможностей, технологий, которые там заложены. Конечно же, если деньги позволяют, то лучше уж брать европейские бренды, и вы об этом не пожалеете. И оборудование себя отобьет, и оборудование себя, как сказать, покажет там, с гораздо более лучшей стороны. Но не забывайте то, что много, и там процентов 90 все зависит от сварщика. Но когда есть все эти фишки, нюансы, технические характеристики, дополнительные функции, конечно же, это помогает. Гораздо это быстрее, удобнее работать с оборудованием, у которого это все есть. Приведу такой, не знаю, пример, наверное, из жизни. Когда я приехал к своему знакомому, он себе купил аргонно-дуговой аппарат Ресанту 200 АСДС. И мне говорит: Серега, покажи мне настрой, давай тут начнем сваривать. И я начал настраивать, начал сваривать там алюминий немножко.
у меня там все криво выходило, я просто хотел эту ресанту, если честно, сломать, выкинуть и разломать, ну потому что она, как сказать, ну такой низкий ценовой сегмент, да, и можно выполнить задачи, и в конце концов я его нормально настроил, прошел там 30 минут, я его более-менее там, все характеристики выставил так, как надо, показал более-менее хорошую сварку, но у меня на это ушло очень много времени, очень много сил, нервов, как я сказал, я просто хотел его разбить и выкинуть. Работая просто на хорошем оборудовании, и потом, когда перед вами какая-то ресанта 200 СДС, у вас такой небольшой диссонанс, да, она по идее выполняет те же самые функции, там то же самое 200 ампер, а СДС. Но когда вы начинаете реально работать, вы понимаете, что ну, чего-то тут не хватает, как-то по-другому себя дуга ведет. Но потом вы к этому опять же привыкаете, это когда у вас уже есть сравнение. И опять же, начинающему сварщику, когда у вас еще нету опыта, спокойно подойдет та же самая ресанта, спокойно подойдет та же самая Аврора сундук большая с крутилками. Там также можно спокойно научиться аргон-дуговой сварке, и потом вы уже начнете повышать свою квалификацию, вы поймете, то, что вам этого оборудования уже начинает не хватать, и вы уже начинаете хотеть какого-то более хорошего, более серьезного, более технологичного, инновационного оборудования. Со временем вы его, естественно, уже купите. Но для новичков можно и с этим оборудованием. Лучше уж, как это, не знаю, там, вождение автомобиля. Лучше уж научиться ездить, там, не знаю, на АвтоВАЗе, а потом уже пересесть на Kia Rio, на Audi и так далее. Вам гораздо проще и удобнее будет. В общем, у меня, наверное, все. В этом видео я, повторюсь, попытался не повторяться, там, минимум рекламы, мне там никто ничего не платит за рекламу. Да все, наверное. Если я что-то забыл, ну я наверняка много что забыл, потому что я делаю сейчас акценты на основные такие фишки и параметры. В общем, пишите комментарии, пишите вопросы, буду на них отвечать. Всем большое спасибо. С вами был Сергей Витищенко. Всего доброго, желаю вам хорошего дня. До свидания.